Все мы знаем, или, по крайней мере, почти все, популярную телеигру «Ключи от форта Боярд», которая транслировалась на телеканале НТВ с 1994 года и завоевала сердца миллионов зрителей своим уникальным форматом и захватывающими испытаниями. Центральным объектом этого увлекательного и зрелищного телешоу стал сам каменный форт, расположенный у Атлантического побережья Франции, между двумя красивейшими островами Экс и Алерон, которые не только привлекают туристов своей естественной красотой, но и хранят в себе множество историй. Бояр с его величественной архитектурой и уникальной архитектурой стал настоящим символом и загадкой целого региона. Этот удивительный объект по-прежнему сохраняет в себе тайны прошлого, и о его великой и многослойной истории мы сегодня расскажем вам более подробно и увлекательно. Завершенный форт, обладая внушительными размерами, был величественным сооружением. Его длина составляла 68 метров, ширина — 31 метр, а высота — 20 метров. 66 казематов форта могли разместить в себе до 74 мощных артиллерийских орудий, что делало его грозным оборонительным сооружением, способным противостоять многим угрозам своего времени. Кроме того, гарнизон форта состоял из 260 мужественных людей, готовых отстаивать его честь и защищать от возможных врагов, которые могли бы угрожать его существованию. В случае осады гарнизон, полон храбрости и решимости, мог продержаться в течение 2 месяцев, используя все имеющиеся запасы воды и продовольствия, которые были тщательно рассчитаны. Казалось бы, чего еще можно было бы желать от такой грандиозной постройки? После долгих и грандиозных усилий форт наконец-то построен и полностью готов оправдать все вложенные средства и надежды своих создателей, которые уверены, что он станет неприступной крепостью для защиты от врагов. Но вот она, ирония судьбы. К моменту завершения стройки оказалось, что форт нуждается в защите гораздо меньше, чем ожидалось. За более чем 50 лет, прошедших с момента закладки форта Бояр, дальнобойность артиллерийских орудий значительно увеличилась, благодаря достижениям технологий и научным открытиям, и теперь береговые батареи смогли легко перекрыть пролив, расположение форта стало неактуальным и даже лишним. Смысл в сооружении такого мощного укрепления отпал, однако форт остался в ведении военного ведомства Франции и использовался как тюрьма, не принимая участия в боевых действиях, что можно рассматривать как своеобразную неудачу для этого грандиозного проекта, который, казалось, должен был служить только защитным целях. Однако тюрьмой форту было суждено пробить недолго. В 1872 году всех узников, которых хранили в Форт Боярд, переселили в специальную колонию на отдаленном острове Новая Каледония, а пустующие помещения крепости занял военно-морской флот Франции. Таким образом, форт Бояр все-таки получил статус военного объекта и являлся таковым вплоть до 1913 года, когда военные окончательно покинули крепость, оставив ее пустующей, о потерянной славе которой теперь остались лишь воспоминания. Опустевший форт стал настоящей находкой для воров и мародеров, что привело к его дальнейшему разорению и упадку. Все, что представляло собой хоть какую-то ценность, было вывезено с его территории или разграблено. Во время Второй мировой войны
Форт Бояр, как и вся Франция, был оккупирован немецкими войсками, что явилось еще одним ударом по его уже ослабевшему состоянию. Захватчики использовали крепость в качестве мишени для тренировочных стрельб, и в результате этого почти полностью были уничтожены как пристани, так и волнорезы, а внутренний двор форта оказался завален каменными обломками и мусором. В течение последующих 20 лет форт оставался в полном запустении, постепенно разрушаясь от воздействия непогоды, моря, ветра и даже различных морских птиц. Эти существа вызывали значительный ущерб, нанося вред стенам и конструкциям, имевшим историческую ценность и значение для уважения к наследию. Но неожиданно, 28 мая 1962 года Бояр был выставлен на аукцион при начальной цене всего лишь 7,5 тысяч франков и был приобретен впоследствии дантистом Эриком Эртом за сумму в 28 тысяч франков. Однако он не имел средств для восстановления крепости, которая все больше приходила в упадок, страдая не только от природного воздействия, но и от многочисленных туристов, которые буквально разбирали ее на сувениры и оставляли после себя только разрушение и исчезновение. За короткое время форт стал символом ушедшей эпохи, но его победы и возможности еще не иссякли. Его время еще не пришло. Тем не менее, вскоре об этом форте впервые узнал весь мир. В 1966 году знаменитый режиссер Роберт Энрико поставил форт Бояр финальную сцену своей киноленты «Искатели приключений», в которой снялись две выдающиеся звезды французского кинематографа — Ален Делон и Лина Вентура. После этого, после довольно долгого перерыва, в 1980 году форт вновь появляется на экранах, но в совершенно ином контексте. На этот раз он стал центральным элементом игры в телевизионной программе «Охота за сокровищами», автором которой был знаменитый деятель французского телевидения Жак Антуан. Именно он, открывший для себя форт Бояр во время просмотра «Искателей приключений», и предложил использовать крепость для съемок своей новой телевизионной игры. Но если прежде форт Бояр появлялся на экранах лишь эпизодически, то в новой игре ему отводилась главная роль и признание, которое ожидали все. На тот момент крепость являлась частной собственностью бельгийского дантиста, который позже согласился продать форт за 1,5 миллиона франков, а Генеральный совет департамента Приморская Шаранта рискнул пойти на такую сделку, которая открыла новые горизонты и возможности для старинного форта. После чего Жак Антуан, заплатив символическую сумму в 1 франк, стал владельцем форта Бояр и начал реализацию своего амбициозного проекта. В 1989 году начинается большая и сложная реконструкция, на которую были выделены все необходимые ресурсы и средства. В 25 метрах от форта сооружается новая платформа для причала судов. Старый фортовый пирс был давно разрушен, и отсутствие доступа к воде ставило под угрозу дальнейшее использование объекта. Внутренний двор был тщательно очищен от 50-сантиметрового слоя птичьего помета, который скопился здесь за многие десятки лет, а также от почти 700 кубометров различных каменных обломков, валявшихся здесь с различных времен. Кроме того, у крепости были оборудованы 2 зала для одноименной телеигры,
что усилило связь форта и телепроекта. Спустя несколько месяцев, уже в 1990-м, состоялся показ первого выпуска телеигры «Ключи от форта Бойард», который ознаменовал собой начало новой эры в истории форта, давая жизнь новым приключениям и активностям, которые так ждали зрители. Всю страну это шоу погрузило в невероятную охоту за приключениями, заставляя зрителей с замиранием сердца ожидать следующей серии и стараясь разгадать загадки и испытания, которые проходили участники игры. На этом все, дорогие друзья. Поддержите нас лайком и репостом, если вам было интересно узнать о судьбе этого удивительного форта и его значении в мире телевидения, а также о том, как он пережил столько перемен и изменений на своем длинном пути к славе.